Канал «Автозакордон зимой и летом» продолжает путешествие по Португалии. В предыдущем фильме мы показали вам Брагансу, а сейчас отправляемся в город Шавиш, который находится в 10 километрах от Испании. Вы увидите, как выглядит этот город, и узнаете о событиях разных эпох, которые повлияли на его нынешний облик. Мы также поделимся паролями и явками. Между Шавишем и Брагансой, если ехать по дорогам Н-213 и А4, 110 километров. В город Шавиш мы попали накануне Нового года. Поэтому город встретил нас праздничными огнями и елкой. В Шавиш мы заезжали по дороге из Гимараэша. Город Шавиш расположен между горами, в долине, по которой протекает река Тамега. Мы уже проезжали по высокому мосту над этой рекой. Уже на подъезде к центру города издалека видим мост и предполагаем, что это главная достопримечательность Шавиша – мост Трояна. Этот знаменитый мост даже изображен на гербе города. Еще на гербе изображены два ключа, потому что в переводе с португальского слово «Шавиш» означает «ключи», и этот город не раз был ключевым для исторических событий. Но вообще слово «Шавиш» – это переиначенное латинское слово «флавиш». Во времена Римской империи город носил название Акве Флавия, то есть воды Флавия, и до сих пор жителей города называют флавианцами. А местный краеведческий музей называется Музеу да Региау Флавиенсе. Флавия город назван в честь основателя династии Флавиев, римского императора Веспасиана, который стал патроном города. Веспасиан пришел к власти после гражданской войны 69 года и стал первым после Августа императором, который получил в целом позитивные оценки от античных авторов. Ну и аква – это вода, потому что здесь выходят на поверхность источники температуры 73 градуса, и римляне устроили на них термы. Остатки этих терм недавно откопали и создали музей. Есть в Шавише и парк с термальными водами. И современная гостиница «Аква Флавия», где можно принимать лечебные ванны. Но мы там, к сожалению, не останавливались. Династия Флавиев правила империей всего 27 лет, и на смену ей пришла династия Антонинов. Наиболее известен из них император Троян, при котором римская держава достигла максимальных размеров. Кстати, родился Троян в Испании, возле Севильи. При Трояне развернулась огромная программа строительства дорог, каналов и мостов. Например, был построен мост высотой 72 метра через реку Тахо в испанском городе Алькантара, рядом с португальской границей. В эти годы был построен и мост в Шавише, названный мостом Трояна. На центральной опоре моста стоят две каменные колонны. На одной выбита надпись на латыни «Император Троян» и прочее. Жители Аква Флавия построили этот мост за свой счет. На колонне напротив 14 местных вельмож выразили верноподданнические чувства императору Веспасиану. Но зачем было строить каменный мост? Река Тамега не так широка, хватило бы и деревянного. На картах римских дорог видно, что Шавиш лежал на пути из города Бракара Аугуста, сейчас Брага в Португалии, в город Астурика Аугуста, сейчас Асторга в Испании. Но в римские времена это край света. Америку еще не открыли. Что такое тяжелое надо было постоянно возить, чтобы потребовалось построить каменный мост? Возили разные товары, но главным из них было олово. Из олова делали посуду, но наиболее важное его применение – это бронза, сплав меди и олова, который намного крепче, чем каждый из этих металлов в отдельности. И если месторождений медных руд довольно много, например, они есть на юге Португалии, то найти руды олова – это проблема.
Вот современная мировая карта крупных месторождений олова. В Европе их всего 3. Однако рудные горы на границе Германии и Чехии стали серьезно разрабатывать только в средние века. Британию Римская империя завоевала в 1 веке нашей эры, причем одной из главных целей этого вторжения были оловянные руды Корнуолла. А Иберийский полуостров к тому времени уже был под контролем римлян. Вот карта месторождений северо-западной Иберии. Желтые кружки – это античные шахты. Несколько из них расположены возле Шавиша. На современной горно-промышленной карте Португалии обозначен Шавиш как источник термальных вод, а рядом серия месторождений олова и вольфрама. В античные времена вольфрам считался вредной примесью, а сейчас широко используется, например, в лампах накаливания и производстве оружия. Португалию, которая имеет крупнейшие месторождения вольфрама в Европе, пытались втянуть из-за этого Вторую мировую войну. Чтобы сохранить нейтралитет, в 1944 году экспорт вольфрама из страны был приостановлен. А если еще учесть, что испанский город Понферрадо, в окрестностях которого в римские времена ежегодно добывали больше 6 тонн золота, находится совсем недалеко от Шавиша, то становится понятно, что ключевым этот город стал благодаря геологии. После падения Римской империи город постепенно угасал и сменил имя на Аква Калида, то есть горячие воды. После арабского нашествия территория была пограничной. Шавиш несколько раз переходил из рук в руки, поэтому был построен замок. Король Альфонсо VI, о котором мы рассказывали в фильме о Брагансе, включил Шавиш в приданное своей дочери Терезы, которую отдал за Генриха Бургундского, ставшего графом Португалии. Но вскоре Португалия отделилась от Леона, и город опять стал пограничным. Постоянная угроза войны потребовала укрепления замка. Сейчас от средневекового замка остались только донжон, главная башня и часть стены. Также для защиты жителей вокруг города были возведены стены, от которых остались лишь контуры. Но стены не помогли, и мавры вновь захватили Шавиш. Лишь в 1160 году рыцари Руи и Гарсия Лопесы вернули город под власть короля Португалии. Эти рыцари похоронены в стенах церкви Святой Марии. На месте этой церкви был еще римский, а потом вестготский храмы. Здание церкви в романском стиле было построено в XII веке, и средневековая колокольня ее сохранилась. В XVI веке при короле Жуане III здание было перестроено, но сохранился его романский стиль. Внутри церкви 3 нефа, разделенных колоннами. Лицом к церкви Святой Марии, спиной к ратуши Шавиша, неподвижно стоит Афонсу, первый герцог Браганский. А почему памятник герцогу из Брагансы, а стоит он в Шавише? Пока едем по ночному Шавишу, попробуем разобраться, откуда вообще этот герцог взялся. В 1383 году умер король Фернандо, последний представитель бургундской династии по мужской линии. Его дочь Беатрис вышла замуж за короля Кастилии Хуана I, и они объявили себя законными наследниками португальского трона. Но тут оказалось, что у Педро I есть сын Жуан. Нет, не от Инес де Кастро, о которой мы поведали в фильме о Брагансе, а от другой дамы – Терезы Лоренцо. Жуан получил хорошее образование и стал магистром рыцарского ордена, названного Ависским по имени города Авиш. Но самое главное было то, что он женился на Филиппе Ланкастерской, фактически английской принцессе. В 1385 году Кортесы в Коимбре избрали королем Португалии Жуана, и тот стал основателем Ависской династии. Но Кастилия объявила это незаконным, и ряд городов, включая Шавиш, отказались признать нового короля.
В решающей битве на стороне Кастилии были французские рыцари, а на стороне Португалии 600 английских лучников, которых прислал отец Филиппы, Джон Гонт. А в те годы длинный английский лук был супероружием, и Кастилия проиграла битву при Алжубаротте. Командовал португальским войском конетабль Нуну Альвареш Перейра, о котором мы расскажем в фильме о баталии, где ему стоит памятник. Перейра затем осадил Шавиш, а когда город сдался, то король Жуан пожаловал его к коннетаблю. Перейра потом сделал Шавиш приданным своей дочери Беатрис. А она вышла замуж за того самого Афонсу, памятник которому стоит в Шавише. Афонсу был внебрачным сыном короля Португалии Жоана I Авийского и его любовницы Инес Перес, которая была дочерью крещенных евреев. В 1438 году королем Португалии становится внук Жоана I, 6-летний Афонсу V. Регентом при нем вначале была его мать, Элеонора Арагонская. Но испанка по рождению, она была непопулярна. И на пост нового регента претендовали два дяди короля – наш Афонсу и Педро. За то, чтобы Афонсу отступил, Педро устроил указ юного короля о присвоении Афонсу титула герцога Браганского с предоставлением соответствующих владений. До Афонсу герцогами в Португалии были только сам Педро и его брат, знаменитый Энрике Мореплаватель, памятник которому стоит в Лагуше, куда мы еще отправимся. Герцог Афонсу предпочитал жить в Шавише, поэтому местный замок называли замком герцога Браганского. Став герцогом, Афонсу продолжал общаться с юным тезкой королем и настроил того против Педро. Когда король достиг совершеннолетия, то он, под влиянием герцога Браганского, обвинил Педро в заговоре, спровоцировал того на вооруженное выступление, в котором Педро был убит. Афонсу Браганский был очень влиятельным вельможей. Когда король отправился воевать в Африку, его даже прозвали африканцем, герцог оставался на хозяйстве в Португалии. Умер Афонсу в Шавише и был похоронен в той же церкви Святой Марии. В Шавише есть и другие храмы. Рядом с церковью Святой Марии стоит церковь Мизерикордия, то есть сострадания. На другом берегу реки, сразу за Римским мостом, расположена церковь Сан-Жуан-де-Деус, которую еще называют церковью Мадалены. Она была основана как часовня при военном госпитале монахов иоаннитов. В 1720 году здание было перестроено в стиле барокко. На востоке города был монастырь святого Франциска, который в 17 веке был преобразован в военный форт. С этим фортом связана героическая страница истории Шавиша эпохи наполеоновских войн. В начале марта 1809 года французские войска под командованием маршала Сульта подошли к Шавишу. Сил у португальцев для защиты города не было, поэтому основные их войска покинули Шавиш, а оставшиеся ополченцы сдались без боя. Пленных было много, и французы решили их не кормить, а отпустить. Оставив небольшой гарнизон, они двинулись на Порту и после штурма захватили его. Но оставшиеся под Шавишем отряды вместе с отпущенными пленными проникли в город через дыры в крепостной стене. Командовал португальцами генерал Франсиско Сильвейра. Вот памятник ему. Французы сопротивлялись и затем укрылись в форте святого Франциска, а через 4 дня капитулировали. За это Шавиш получил титул города-героя. Сидады Хероика де Шавиш. В форте сейчас расположен отель. От форта мы вышли на площадь, которая носит имя героического генерала Сильвейра, хотя ранее она называлась садом монахинь Жардин дас Фрейрас. История повторилась через 100 с лишним лет в виде фарса. В 1910 году монархия пала,
и была провозглашена Португальская республика. Новое правительство национализировало имущество католической церкви, и священники стали агитировать за возврат к монархии. Группа роялистов собралась в монархической Испании, неподалеку от Шавишу, и раздобыла оружие. Им казалось, что все португальцы желают вернуть короля, тем более в Шавише, с его бело-голубым флагом. В королевстве Португалия флаг был бело-голубым, а флаг республики стал красно-зеленым. Во главе с бывшим губернатором Анголы Энрике де Пайва Кусейра монархисты в октябре 1911 и июле 1912 года торгались из Испании и оба раза пытались взять Шавиш. Однако республиканское ополчение во главе с Антонио ди Карвальо, будущим военным министром, оказали сопротивление. Монархисты героически обиделись на неблагодарный народ. Вернулись в Испанию, где выпустили манифест про то, что больше не будут. После этих событий одна из улиц Лиссабона была названа улицей защитников Шавиша – Авенида Дефенсорес де Шавиш. А в самом Шавише улицу назвали Героев Шавиша – Авенида Heroes de Шавиш. Чтобы каждый мог решить, кто для него герои, монархисты или республиканцы. И в конце практическая информация для туристов. Ужинали мы в ресторане «О Кандидо». С меню и ценами можно ознакомиться, не заходя вовнутрь. А вот чем нас там накормили. Жили мы в гостинице «Алоджаменто Централ». По совету администрации гостиницы мы оставили автомобиль на бесплатной парковке возле замка. Жаль, что мы не знали о ней заранее. Если соберетесь в Шавиш на машине, вот эта стоянка. Дальше мы поехали по мосту. Но не по мосту Троян, ибо он пешеходный, а по современному мосту, построенному в римском стиле. Именно этот мост мы и видели, когда въезжали в город. С моста попадаем на улицу Дона Афонса, герцога Браганского, и едем дальше. Забираемся в горы, и сверху открывается прекрасный вид на Шавиш. А ну вот видите, Шавиш виден. Шавиш. Шавиш, да? Облачка на горах. И где-то солнцем освещается, где-то в тени. И канал «Автозакордон» зимой и летом приглашает вас подписаться, потому что мы продолжаем путешествовать. Ваши гиды Константин Красовский и Татьяна Андреева приглашают вас познакомиться с другим северным городом Португалии – Брагансой. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, приглашайте друзей. А возникающие вопросы пишите в комментариях. До встречи в Брагансе, в других городах и странах.